На фоне кипящих жизнью ярких мегаполисов Рош-Пина кажется старой потертой бабушкиной шкатулкой. Но заглянув внутрь, любопытный путешественник найдет в ней настоящие драгоценности – истории людей, зданий, человеческих страстей и стремлений. Здесь вообще какое-то такое сельскохозяйственное очень место. Рош-Пина, как один из первых городов, возникших на территории Израиля в современное время, начинал свою историю, конечно же, с сельскохозяйственного поселения. Евреи, приехавшие сюда из Румынии и Российской империи, первые поселенцы, вынуждены были в прямом смысле слова в поте лица своего добывать хлеб свой насущный. И вот небольшой музей сельскохозяйственной техники рассказывает нам о первом периоде существования города. Плуг. Смотри, можно попробовать. Мне тут только не хватает вала или лошадки какой-нибудь. Бывшим жителям еврейских местечек было трудно освоиться среди бесплодных камней Ближнего Востока. Скудный урожай, жара и малярия поставили первопроходцев на грань выживания. И тогда на помощь пионерам Эрец-Исраэль пришел знаменитый еврейский филантроп барон Эдмон де Ротшильд. Конечно, Рош-Пина абсолютно райское место. Так это выглядит сегодня, когда сюда приехали первые репатрианты из России и из Румынии. Здесь всего лишь навсего была старая разрушенная арабская деревушка, в которой просто невозможно было жить. И только благодаря барону Ротшильду, его деньгам, его помощи первые поселенцы сумели не только укорениться, но и построить это действительно замечательный городок. Но все же тяжелой работой в поле занимались мужчины, а на хрупкие женские плечи ложилось домашнее хозяйство и необходимые для повседневной жизни промыслы. Здесь в Рош-Пине существовала школа, одна из первых, где преподавание шло на возрожденном языке иврит. И вот здесь, прямо в этом здании, слева была квартира учителя, а справа уже были классы. Сегодня в этом здании расположены галереи и, кстати, гончарная мастерская, куда я тебя и приглашаю попробовать своими руками сделать что-либо. Эфрат – пятое поколение жителей города. В своей мастерской она продолжает древнюю традицию гончарного искусства. Специально для нас она согласилась провести короткий мастер-класс. Никак в жизни этого не делала. Сказали, надо смочить руки, да? Глина любит много воды. Жми на газ, поехали. Это будет самая кривая миска на свете. Все! Барон Ротшильд подошел к процессу освоения Эрец-Исраэль весьма творчески, не только жертвуя средства, но и внедряя инновации и возрождая древние промыслы. Помогая переселенцам побыстрее обустроиться на новом месте, барон Ротшильд также начинает развивать здесь и виноградарство, и виноделие. Посмотри, какая бочка. И эти традиции, они продолжаются и до сегодняшнего дня. Израиль сегодня одна из ведущих винных держав мира. Репатрианты первой алии были людьми религиозными, и потому уникальная старинная синагога, построенная в конце XIX века, стала гордостью первопроходцев, а ее неброское убранство бережно хранят потомки первых жителей города. И обрати внимание, какой здесь замечательный купол. Строители не умели строить такие вот хорошие купола, как это принято в больших строениях, зато они умели строить лодки. Потому что перед приездом в Эрец-Исраэль они очень хотели заниматься рыбной ловлей и рассчитывали купить земли недалеко от берега моря. На самом деле все произошло не так, как хотелось, и они поселились здесь, недалеко от города Цфата. Ну, а умение строить лодки пришлось использовать для строительства куполов. Географические названия в Израиле всегда тесно переплетены с библейской историей Святой Земли. И хотя Рош-Пина – город сравнительно молодой, но и в его имени есть ссылка на библейский сюжет. Само название нашего города взято из Танаха и псалмов царя Давида. Рассказывают, что при строительстве еврейского храма в Иерусалиме один большой камень никак не могли подогнать на положенное ему место и отбросили в сторону, чтобы не возиться с ним. Но когда строительство подходило к концу, этот камень неожиданно, идеально подошел к самой прекрасной арке, и храм был закончен. Рош-Пина на иврите означает «краеугольный камень». Так и наш город из заброшенной деревушки стал первым камнем в основании возрожденного Израиля. В 20-е годы 20 века Рош-Пина становится одним из центров еврейской жизни Эрец-Исраэль. В городе даже появляется собственная гостиница. Фантастика, как много здесь построил барон Ротшильд. В
том числе он построил и одну из первых гостиниц в еврейских поселениях, которая принадлежала человеку по имени Альтер Шварц, Старый Шварц. Кстати, внуком этого человека был знаменитый израильский генерал Игаль Алон. Но в 60-е годы в этой старой гостинице, где некогда останавливались религиозные евреи, молились, здесь размещалась коммуна хиппи. И вместо молитв отсюда доносились совершенно другие песни, а из окон шел очень интересный дымок. Первый квартал города, в котором сохранились и каменная мостовая, и увитые цветами и плющом старые домики, располагает к неспешной прогулке под удивительно синим небом. И вот это первые дома, которые были построены здесь, в Рош-Пине. Обрати внимание, здесь внизу есть небольшой арочный вход и деревянная дверь. Здесь располагалась мелкая лавочка по продаже гвоздей, ниток, мыла, в общем, всего того, что было нужно хозяину. Ему достаточно было просто спуститься вниз, и он уже на работе. Сегодня Рош-Пина – один из популярнейших туристических объектов. Старые дома обретают новую жизнь, превратившись в галереи, художественные мастерские и маленькие гостиницы. История Израиля подобна великолепному архитектурному комплексу, в котором смешались разные стили и временные пласты. И Рош-Пина, краеугольный камень, по праву занимает в этом здании свое почетное место.